Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Здоровье всему голова». После того, как я снял видео о перепрививке деревьев, много начали задавать мне вопросов по этому поводу. Людей это очень и очень интересует. Сегодня поговорим мы о прививке такого растения, как шелковица и орех. Потому что прививкой шелковицы и ореха, они, в принципе, немножко отличаются от прививки других деревьев. Кто-то скажет: фу, шелковица, кто ее когда прививал? Да, раньше никто ее не прививал. Где-то человек выкопал саженец в лесу, или птичка принесла, семечко бросила, оно взошло, и люди употребляли эту шелковицу и были довольны. А последние 30 лет, как развалился Советский Союз, открылись границы, к нам навезли разных саженцев шелковицы, появилось очень много и нашей местной селекции, и зарубежной шелковицы крупноплодной. И она сейчас, я бы сказал так, в тренде. И это правильно. Почему? У каждого на участке, пускай не на участке, пускай где-то за забором, обязательно должна быть посажена шелковица. Почему? Вы видите, какая экология? Страшная экология. В воздухе становится все меньше и меньше с каждым годом кислорода. А шелковица, особенно красная шелковица, вы знаете, она богата железом. А железо – это главный элемент, переносчик нашего кислорода из легких в наши клетки. Я уже не говорю о том, что сейчас сплошь и рядом все страдают с повышенным давлением. Шелковица, я на себе это испытал не один раз, как она сбивает давление. Я имею в виду шелковицу красную. Белая шелковица тоже полезная, но она в основном считается для укрепления нервной системы нашей. Хотя старое поколение помнит ту поговорочку, немножко пошленькая, но в принципе справедливая. Все болезни от нервов и только венерические от удовольствия. Поэтому и белая шелковица тоже вещь нужная. Ну а красной говорить нечем. Кстати, с ковидом, вы знаете, как сейчас. Главная проблема при ковиде – это когда часть легких у вас отказывается работать. А остальная часть легких не справляется с подачей кислорода в наши клетки. Это проблема. Поэтому чем выше уровень железа в нашей крови, тем лучше. А шелковица напрямую с этим связана. Поэтому люди сейчас, многие, перепрививают шелковицы, свои старые шелковицы, мелкоплодные, которые, осыпаются, не хотят долго держаться на дереве, а хочется, чтобы период потребления шелковицы как можно был подлиннее. Поэтому на одно дерево стараются привить 2 разных сорта по срокам поспеваемо. Одна поспевает раньше, другая позже. Срок удлиняется. Это очень хорошо. Но привить, не зная одной тонкости, привить шелковицы очень трудно, как и грецкий орех. Начинающие садоводы этого не знают. И обычно прививают, даже я сам по себе знаю. Я года 3 прививал шелковицу, и она у меня не приживалась, пока я все-таки этот вопрос не проработал и не понял почему. Когда я это дело узнал, привил, пошло в рост. Главная причина неприживаемости черенков шелковицы заключается в том, что она, есть такой весной период, когда гонит очень много сока. Ну, примерно поменьше, конечно, чем, скажем, тоже грецкий орех и чем береза, но тем не менее сока очень много. И вы, когда попадаете на это время, ваша прививочная, этот прутик, эта веточка, она просто вымокает. Слишком много сока не дает срастаться. То же самое происходит с орехом, с грецким орехом. Сок, особенно в начале весны, в начале апреля, в конце зимы, гонит с него страшно. Я когда в детстве сосед попросил спилить, помочь ему сучок такой большой, падал на крышу. Он залез на крышу, а я тут спилил. Дня 3 или 4, уже не помню точно сколько, но шпарил сок так, что ветка была спилена где-то на высоте 4 метров, земля была мокрая под орехом. Мало того,
перестала идти, он там это все замазал, все нормально. На следующий год опять, видно, там лопнуло, опять погнало сок. Так на это самое, на стволе дерева, ну чуть ли не канава образовалась, отбивалась от этого сока. Поэтому что? Нужно делать обязательно дренаж. Дренаж. Потому что попадете вот в этот период, когда сок сильно идет, у вас не приживется. Но попасть, когда этот сок идет нормально в шелковице, ну очень трудно, как для меня, понимаете, как для меня. Опытный садовод, может быть, и знает эти секреты. Бывает как? Берешь, срезал ветку, буквально глянул, уже такая большая капля, как сфера, вот, воды стоит, сока. Ну, отошел в сторону, думаю, ладно, пускай это дело прекратится на следующий день. На следующий день срезаешь, сок вроде прекратился. Через пару дней опять лезешь, опять сок пошел. Работают законы физики. Солнце пригрело, стебель нагрелся хорошо. Сосудики эти, капилляры расширились, сок попер. Похолодало, сосудики сажались, сока мало. Ну, а как ты его угадаешь? Поэтому нужно делать дренаж. Дренаж можно делать двумя способами. Можно оставлять дырочку маленькую под прививочкой, чтобы сок туда стекал. А я обычно делаю фитилек ставлю. Фитилек, вот, обычно вот такой шнур хороший, как раньше он был такой, знаете, коричневатый. Он из пеньки делался, вот. Он отлично работал. А сейчас у каждого дома есть. Всегда найдете кусок джинсовой ткани. Итак, поскольку время мало, все это дело мы будем делать на орехи. Орех немножко прививается сложнее. Итак, можно прививать шелковицу в расщеп. Прекрасно. Можно. В приклад, как в народе говорят, или капулировочка. Капулировка, это говорят уже садоводы. Мы уже не раз это видели, и в интернете его полно. Берется черенок. Черенок, как правило, приносят к месту прививки ведерочки с водой, чтобы немножко побольше влаги он впитал. Тем более, что в черенке и у ореха, и у шелковицы в середине есть такая, знаете, вот как трубочка, набитая вроде таким, понимаешь, веществом, как вата, которая хорошо впитывает влагу, втягивает влагу. А это влажно. Это очень важно, потому что в черенке, как правило, всегда влаги не хватает. Единственное отличие прививки грецкого ореха и шелковицы, шелковицу прививают, ну мы обычно прививаем вместе тогда, когда прививаете вы остальные косточковые, или яблоню, грушу. А грецкий орех в этом отношении капризней. Его прививают тогда, когда уже на нем даже появляются листики. И это хорошо. Обычно это наступает тогда, когда среднесуточная температура поднимается выше плюс 10 градусов, а то и того выше. Чем выше температура, тем лучше. Итак, берем черенок. Будем смотреть все на греческом орехе, но это касается с небольшой корректировочкой и шелковицы. Грецкий орех. Срезается черенок. Над почкой оставляем пенек минимум 5 сантиметров. На шелковице 2 сантиметра вполне достаточно. 2 достаточно. На грецком орехе 5 сантиметров. Как обычно. Я уже приготовил, чтобы не терять время. Делаем срез. Срез должен быть, как правило, вы знаете мичуринскую науку, соответствовать примерно 4 диаметрам нашего черенка. Но не меньше, чем 3 сантиметра. На ноже зарубочка на нашем. Мы меряем. Промерили. Все правильно. Делаем срез на самом орехе. В первую очередь, когда вы прививаете, делается срез на том месте, куда вы прививаете, на черенке в последнюю очередь, чтобы черенок поменьше подсыхал. Сделали срез. При прививке шелковицы и грецкого ореха нужно делать так называемую улучшенную капулировку. Почему? Можно делать простую капулировку. Просто простой.
понадобится третья рука. А когда улучшенная капулировка, это удобней. Вы срезали, все здесь подготовили, вставили, прибили. Посмотрели, чтобы все это у нас сместилось, и она у вас стоит. И вот когда вы привязываете, подходите к обвязыванию, или, как я, изолентой, или специальной прививочной лентой, или полосочками целлофана, вы начинаете все это делать сверху. Плотненько обвязываете. И подходите, когда подходите к тому месту, где у вас срез кончается, вы можете ножом немножко расширить этот срез, для того, чтобы сок немножко сюда выходил. И берете, ставите сюда шнурок, кусочек шнурка, или кусочек джинсовой ткани, и ее приматываете. Хорошо приматываете. Кусочек джинсовой ткани торчит там, где у вас порезана кора. Чтобы лишний сок, не шел туда в середину, а этот фитилек его отсасывал на себя, и он даже бывает, даже начинает скапывать. Это делается и на орехе, и на шелковице. Если вы это сделаете, гарантия, что шелковица у вас и орех приживутся, возрастает в несколько раз. Потому что при прививке ореха 100% гарантии и шелковицы никто вам не даст. А если вы делаете фитилек, почти 100% всегда. И еще. Это не касается шелковицы, а грецкого ореха. Если у вас, когда вы прививаете обычно в мае грецкий орех, раньше ее никто не прививает, внизу бывают есть веточки. Эти веточки не обрываются, а листья на них, уже зеленые листья стоят. Наоборот, прищипываются. Они нужны для того, чтобы часть сока все-таки уходила, не доходила сюда. Потому что сока выделяет грецкий орех, очень много, больше, чем нужно нашей прививке. Если же вы прививаете орех, на котором внизу до прививки нету листьев, то берется шило, обыкновенное шило, и внизу вот здесь вот так его прокалывают. 1, 2, 3, 4. У шелковицы это не делается. Это делается только в орехе. 3, 4, 5 дырок шилом, хорошенько, как можно сильнее. Насквозь получается. Вот насквозь. Получилось насквозь и хорошо. Поверьте, оно зарастет, но через эти дырочки будет поступать немножко сока уходить. Это так называемый дренаж. И наша прививка больше шансов останется ей, чтобы она прижилась. Дальше. Я всегда делаю, когда я делаю шелковицу, я всегда здесь делаю, как вы увидели в моих предыдущих видео, такую тепличку. Тепличку всегда. А вот с орехом немножко сложнее. Мало того, что мы справились с избытком сока, это хорошо. Но дело в том, что чтобы привился орех хорошо, ему нужно создать комфортные условия, чтобы температура и ночная, и дневная, когда его печет солнце, понимаете, как-то, более-менее компенсировалось, чтобы было более-менее постоянное, Сверху замазываем садовым варом. Обязательно. Есть показывают, как замазывают садовым варом рукой. Рукой никогда не замазывайте. Потом инструмент может замазаться, нож, мало ли чего. Берется обыкновенно, сделается палочка, и палочкой это дело, все это затирается. Конечно, лучше, чтобы специальная мастика. Сейчас мастики выпускаются, но очень дорогие, которые вообще способствуют лучшему заживлению и ран, и лучшему
понимаете, схватывания подвоя и привоя. Но это не каждый может себе позволить. Садовый вар самое такое подходящее. Потом, что делали раньше? Я вот заранее, и это заранее делается, с плотной бумаги. Ну, раньше такой бумаги особенно не было. Брали или кусок ватмана, или вырывали у ребенка листочек с альбома для рисования. Вот, я брал, как правило, это самое, обложку журнала «Огонек». Она плотная, такая глянцевая. Значит, что делается? Загорается заранее вот такая трубочка с бумаги. Бумага должна быть светлого цвета, светлая, но плотненькая такая, как вот сейчас, с какой-то рекламки это взял. Вот. И надевается так, чтобы была чуть-чуть ниже прививки нашей прививки, и чуть-чуть выше самоочеренка, и приматывается. На шелковице этого делать не надо. На шелковице достаточно теплички из пленки. А на орехи обязательно. И засыпаются стружка, не опилки. Кто рекомендует опилки, с осторожностью к этому относитесь. Почему? Раньше можно было засыпать опилки. Сейчас можно засыпать опилки, те, что вы получаете, когда вы что-то режете бензопилой. Опилка получается крупная. Сейчас же опилки, которые получают на пилораме, они идут с-под ленточных пил. Ленточная пила, она тонюсенькая, узенькая. И она дает опилки, ну почти как с мукой. Это нельзя. Надо из-под фуганка, из-под рубанка. Они такие вот, я специально со старой продоски настругал. Берутся опилки из хвойных пород деревьев. Почему? Хвойные породы деревьев имеют в своем составе в опилочках, не в опилочках, в этой стружке, смолу. А смола, вы знаете, это антисептик. Это очень важно. И засыпаются. Опилки должны быть слегка влажными. Они делаются для того, чтобы нашему черенку привитому было теплее и было влажно. Раньше сверху делали еще такой зонтик из рубероида, из толи. Красил его в белый цвет, потому что прививку делали обычно в мае месяце, когда солнце сильно печет, чтобы эта штука не перегревалась. Сейчас можно сделать попроще. Надеть просто кулек. Здесь его завязать, ну пару дырочек здесь сбоку сделать, чтобы все-таки меньше парило, чтобы какой-то воздух поступал. Это должно стоять у вас до месяца, а может даже и больше, смотря в какой местности, как с погодой. Если вы засыпете опилками, они за это время сбиваются в такую кучу, что вы их потом не можете ничего с ними сделать. А стружечка, она лучше осыпается, но не старайтесь ее слишком убрать. Бумагу эту разрезали, развернули, что можно убрать, увидели, что там уже пошли листочки. Подержали несколько дней, эти опилочки, еще остатки, пускай побудут. Эту бумажку опять надели, чтобы солнечные ожоги летние молодые листочки ваши не сожгли. Когда побудет эта бумажка еще с недельку, вторую, третью, листья поднялись вверх, тогда эту бумажку можно выбрасывать совсем. Остатки опилочек, что там были, они сами разветрятся, их ветер разгонит. Только в этом случае орех хорошо приживается. И еще. Вы можете посмотреть в ютубе. Рекомендуют проливать такие орехи. Я против этого. Да, прижился побег, пошел, вырос вверх. Сбоку кора гниет, дупло зарастает очень плохо. Потом сильный ветер, где-то упало, как у меня не убило чуть бабушку моего товарища детства Вовы Веревкина. Поэтому что делать в этом случае? Не ленитесь, не жалейте денег. Спилите этот старый орех, купите лучше новый, современный орех, подсадите его, так будет надежнее. Купите двухлетку, не пожалейте денег. Она уже на следующий год даст вам первые орехи. А привив на такой пенек, побег будете ждать еще до десятка лет, до первых орехов.
вымахает метров 10, еще при первом ветре может и свалиться. Потому что... Вот что я хотел о прививке сказать шелковицы и ореха. Они очень похожи, очень похожи. Поэтому помните, обязательно дренаж, фитилек или кусочек джинса. Подлаживайте обязательно. Потому что иначе попадет под такое сокодвижение сильное, просто вымокает. Итак, до свидания. Не забывайте подписываться на канал, комментируйте. Ну, как правило, кое-кто ругает, потому что многим наступаю на мозоль. Люди советуют засыпать это дело землей. Земля – это источник, вы знаете, разных инфекций. Не знаю почему, может быть, те люди, которые это советуют, у них земля какая-то там такая вот, стерильная. Но у нас земля, скажу, гнильцов разных в ней полно. Засыпал землей сырой, смотришь, начинает, я пробовал. Вот, испытывал это дело, начинает просто этот черенок гнить. Разные болезни и все. Поэтому опилки не применяйте. Только мелкую стружку, хвойных пород и фитилек. И тогда орех 100% примется. Это же самое с фитильком делайте и с шелковицей. Без фитилька, получается лотерея. 50, как говорится, на 50. Повезет – приживется, не повезет – не приживется. А нужно, чтобы прижилось. До свидания и будьте здоровы.